Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас, что происходит в Украине. Покажу карту боевых действий, где происходят основные бои, и зачитаю сводку новостей. Появились новые карты, как раз покажу подробнее, где что происходит. Бои за Бахмутскую крепость. Российская техника вязнет в болотах, так называется статья. Ну, Бахмут всем известный, там уже как Сталинград. Вот здесь идут основные бои. Так. Опубликованы новые карты боевых действий. Сейчас я вам покажу. Погода внесла коррективы в военные действия. Техника увязает в болотах. Однако это не мешает врагу бездумно бросать чмобиков в лобовые атаки на укрепрайоны ВСУ в Донецкой области. Так, Донеччина. Вот карты боевых действий. Сейчас покажу. Создавая этакий зомби-вал, россияне в некоторых местах достигают успехов. Однако они незначительные в соотношении к потерям, которые несет враг. По-прежнему наиболее жарко на фронте возле Бахмута, ставшей настоящей неприступной крепостью. Еще на прошлой неделе захватчики зашли в Иванград, но до сих пор так и не смогли развить успех и захватить опытное. Вот сейчас покажу на карте Бахмут. Вот Иванград здесь внизу. Ну и вот здесь сейчас армия РФ пытается наступать в направлении Бахмута. И вот еще есть Солидар тут такой. И вот они тоже пытаются наступать на этот Солидар. А судя по карте, ну вот я говорил, вот Солидар, Бахмут. И вот здесь вот красно-синим точкой как раз вот и идут основные бои. А по карте по этой вот все понятно, видите. А ВСУ держит оборону сейчас. Особенно вот этот Бахмут многострадальный здесь. К северу от Бахмута оккупанты предпринимают попытки вбить клин между Бахмутом и Солидаром. Ну, как я вам говорил, вот, Бахмут и Солидар, клин вот сюда, в этом направлении. Так, атакуя по кольцевой в направлении Подгородного, правильно, Подгородного. Впрочем, ни одно продвижение этой недели на этом участке не было. В то же время к югу от Бахмута враг все же сумел найти скважину в нашей обороне и занял Азаряновку. А вот здесь внизу, видите, немножко есть продвижение у армии РФ сюда, на Азаряновку. Так, Азаряновку он занял, это стало возможно после того, как силы обороны отошли на новые рубежи в районе КПП Майорская, к северу от Горловки. Следовательно, соседские села Курдюмовку и Клещеевку россияне штурмуют теперь не только востока, но и юга. В общем, здесь основные бои, здесь внизу, вот, где в районе Азаряновки сейчас. Так, и что еще дальше? Вот еще здесь конкретно, что происходит здесь, карта. Так, наступление на Угледар окончательно захлебнулось и перешло в фазу регулярных обстрелов. Вот Угледар. Сейчас я вам покажу здесь на карте, где Угледар. В общем, вот здесь Павловка, Угледар, основные бои шли здесь. И армия РФ пыталась как бы продвигаться в этом направлении. И на Угледар тоже наступление закончилось. Так, между тем, точным выстрелом где-то из-под Бахмута ВСУ уничтожили штаб захватчиков вблизи Кадиевки, в 50 километров от фронта. В общем, а здесь вот как линия фронта выглядит дальше. Вот, видите, здесь наступление идет армии РФ, а ВСУ держит оборону. Ну вот правильно, вы видите, синие линии, вся эта вот Перечистенка, Угледар, как раз показано, вот тут линия обороны, вот эта вот вся. А армия РФ наступает сюда, вот в этом направлении. Так, дальше поехали. Луганщина. Бои в Луганской области продолжались без продвижения ни одной из сторон. ВСУ продолжает наступать в направлении Краснореченское, а также через Новоселовское направление Нижнюю Дуванку. Между тем оккупанты пытались отнести силы обороны от Сватова и безуспешно контратаковали в направлении Стельмаховки. Сейчас покажу где. Вот Сватово, вот здесь Стельмаховка, и армия РФ пыталась совершить прорыв сюда. Видите, красная стрелка показана. Но это было безуспешное наступление. По сообщению Генштаба, в районе Сватова наши военные поразили военные объекты, вывели из строя более 50 оккупантов. Еще одно подразделение Луганской области потеряло более 70% личного состава. Вот, Сватово здесь многострадальная, и здесь вот эта линия обороны, то есть линия соприкосновения,
ну, фронт, вот он как выглядит сейчас. А судя здесь по карте, вот, здесь не очень понятно, но вот вся вот это боевые действия ведут в этом вот, по этой линии здесь. А здесь карта более подробная. Так, вот здесь еще наступление Белогоровки было армии РФ. Видите, красная точка. Здесь тоже шли наступления. Но видите, вот как фронт выглядит сейчас. Так, Южный фронт. Теперь касающий, что под Херсоном. В Южном, так, на Южном фронте это направление продолжаются артиллерийские дуэли, в которых ВСУ продолжают уничтожать ключевые сосредоточения врагов вдоль железнодорожного сообщения Волноваха, Мелитополь. Снова ударили по Черниговке и Мелитополю. Сейчас я на этой карте попробую показать. Так, Мелитополь, вот. Так, а тут еще карта есть немножко другая, сейчас покажу. В общем, вот здесь Мелитополь, Черниговка. А вот, видите, сейчас идет контрнаступательная, как сказать, контрбатарейная борьба. И все эти красные точки, это где сейчас ВСУ расстреливают эти склады боеприпасов. Вот как это все выглядит на карте, где, видите, красные такие взрывы, типа, вот, идет обстрел. Так, и что здесь пишут? И снова ударили по Черниговке, Мелитополя, а также уничтожили базу оккупантов в Пологах, да. В Старобогдановке наши военные попали в ключевой железнодорожный мост. Особенностью этой недели стал ряд ударов вблизи Энергодара. Так, в то же время россияне начали демонстрировать признаки жеста доброй воли из Запорожской АЭС. Так, судя по карте, так. Запорожской АЭС стали выводить, в общем, свои войска. Тоже по чуть-чуть. Так, смотрим здесь, что на карте. Да, здесь не очень понятно. Так, здесь Энергодар, вот ясно здесь. Так, что еще пишут? Каждый день освобожденный Херсон тяжело обстреливают с другой стороны Днепра. Ну, Херсон, да, жителям Херсона не позавидуешь. Так, сейчас я покажу на этой карте подробнее. Так, вот Херсон. Говорю, вроде бы уже освободили, но продолжаются постоянные обстрелы. Армия РФ не успокаивается и терроризирует там мирных жителей, кто еще остался. Так, да, обстреливают. Так, что еще? На Левобережном силы обороны продолжают создавать 10-20 километровую буферную зону, уничтожая все оставшие силы врага в пределах досягаемости артиллерии. На этой неделе ВСУ демилитаризировали военные склады Новой Каховки, Голой пристани. В общем, вот, как я говорил вам по карте, все, что здесь находится, вот, все это уничтожается, склады. Так, и вот ударили хаймерсами, уже 4-й раз ударили по военной базе в Чаплинке, хаймерсы бьют. Враг продолжает перемещать администрации коллаборантов из Новой Каховки в Генечевск, где они сформировали новый путь поставки через Арбатскую стрелку. В то же время россияне все еще продолжают прятаться в Днепровских плавнях и на островах, сдерживая украинский десант. А это я представляю, где это. Это типа здесь, вот в этом направлении, здесь вот. Ну, чтобы десант не высадился, да, они расстреливают с той стороны, чтобы не допустить ВСУ десант не высадился. В общем, все понятно. Так, и вот карта такая. Ну, понятно, что ВСУ надо по-любому расстрелять все эти склады с боеприпасами, все эти, которые находятся у них базы складирования, штабы эти, они вот правильно и долбят со всех видов вооружения, пока они уничтожены. Потом, думаю, пойдут уже серьезно наступление, потому что сейчас рано идти, их просто там уничтожат. В общем, вот тут еще касающая ситуации Сватово-Кременная. Бродили по фронту в поисках командира. Командиры сразу бросают. Это в районе Сватово-Кременная. Уже стало всем понятно, что сейчас начинается там уже все такие дуэли, перестрелки, что командиры бросают и убегают в ближайшие эти Старобельск, там еще куда-нибудь, чтобы не уничтожили их. И вот пишут эти части мобилизованных, ходят без командования, не знают, куда им идти. Российская система управления захватническим войском порой настолько бестолковая, что иногда враг теряет целые подразделения, просто за то время, когда их перебрасывают с места на место вдоль линии фронта. Именно так в Луганском направлении всего за несколько дней погибли около 400 мобилизованных. Нет командиров, они без связи, вообще не понимают, зачем их бросили на убой туда. И вот этот произошел случай недалеко от трассы Сватово-Кременная.
Целый батальон частично мобилизованных был уничтожен артиллерией ВСУ еще до того момента, как оккупанты непосредственно взяли за выполнение боевых задач. Так, более того, у них, да, просто потеряли этот батальон, командование генералы там не появляется, да и весь высший состав, полковники, подполковники, они не хотят, как бы сказать, появляться на линии соприкосновения. Так, особенно, да, вот здесь Сватово. Они, конечно, в Старобельск, в такие города, где можно и заночевать, где тепло там, а здесь что, в окопах мерзнуть? Дураков нет, пускай мобики мерзнут, умирают там под артиллерией в этих окопах. В общем, вот такая информация. Так, армия РФ потеряла за последние сутки 560 человек, уже почти 89 440 танков плюс 1, 2915, БТР, БМП плюс 5, 5877. Беспилотники кончили, шахиды, все не летает, самолеты и вертолеты тоже на месте. Ну и вот что еще пишут. Ликвидировали военного из Хакасии, который одним из первых приехал на фронт. Русский десантник прошел многие горячие точки, извиняюсь, но ВСУ ликвидировали и остановили его карьеру. Это на фотографии Андрей Мажаров. Он 27-летний десантник из республики Хакасия. Он был кадровым военным путинской армии, побывал во многих горячих точках. По заявлению российских пропагандистов, военный преступник один из первых отправился убивать украинцев, за что и получил орден. Так, шел, в общем, вот там его на фотографии, сейчас я покажу. Так, где его орден? Вот он, да. Ордена его, видите, он заслужил сколько медалей, орденов. Так, оккупанта похоронили в Ибутах, Псковской области РФ. А в ноябре жене российского военного преступника вручили так называемый орден мужества, который муж получил посмертно как убийца мирных украинцев. Ну вот видите, вот закончилась, как сказать, военная карьера. Остались только на память медали. И сын еще там на фотографии вверху был. Вот, видите, здесь фотография. В общем, ребенок остался без отца. В общем, вот, молодой парень, 27-летний десантник, погиб, не зная за что. Непонятно зачем. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.